Очень круто, что нам открыли всех специализированных помощников в рамках ChatGPT. То есть мы можем ими без проблем пользоваться и не заморачиваться над тем, чтобы там придумывать промпты, либо заморачиваться над тем, как сделать так, чтобы специализированный помощник отвечал нашим определенным задачам. Плюс еще очень важная функция, что здесь есть возможность отслеживать тренды. То есть как люди по всему миру используют ChatGPT, используют искусственный интеллект в данный период времени. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и в этом видео мы с вами рассмотрим, что же такое GPT Store, о котором нам так много и так долго рассказывали, так долго нас к этому прогревали, но при этом постоянно откладывали запуск того самого GPT Store, что мы с вами уже не дождались и посмотрели альтернативные варианты. Соответственно, в этом видео мы с вами посмотрим, как работает GPT Store и сравним его, соответственно, с теми магазинами, которые в данный период времени вообще существуют еще до официального релиза, до официального запуска GPT Store. Напоминаю, что мой канал про искусственный интеллект, про маркетинг, про предпринимательство и как мы можем в данный период времени использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать им какие-то рутинные задачи, экономить на этом огромное количество времени. Значит, хорошо, мы сейчас с вами переходим в чат GPT. И здесь появилась, значит, новая вкладка, называется Explorer GPT. Раньше она тоже была, но она, соответственно, не работала. Здесь мы могли видеть только там своих ботов, которые мы самостоятельно создаем. Сейчас же появилась такая вкладка, где мы можем видеть полноценный как бы GPT Store. Да? Если посмотреть на перевод, то здесь вы можете открыть для себя собственные версии чат GPT, сочетающие в себе инструкции, дополнительные знания, любое сочетание навыков. Вообще, когда запускался GPT Store, сейчас во многих документах, которые размещает ChatGPT и компания OpenAI, есть такая пометка, что GPT Store это не только про обучение того самого чат GPT, но также про обучение глобального, соответственно, чат GPT. То есть это не только про специализацию. Любую информацию, которую мы вносим, соответственно, в чат GPT, она становится общедоступной. Любую информацию, которую мы носим в специализацию определенных агентов, так называемых ботов, они тут же эту информацию получают основной чат GPT и, соответственно, может этой информацией владеть. То есть, грубо говоря, чат GPT сейчас обучают не только создатели чат GPT, не только сам чат GPT, но и те люди, которые хотят выгрузить какие-то свои мысли, как-то специализировать чат GPT. То есть процесс обучения у него идет непрерывно. Значит, что здесь появилось? Во-первых, да, переместилась кнопочка Create GPT, и, соответственно, наши GPT-агенты, они переместились тоже немного в другую сторону. Здесь появилась возможность, соответственно, выбрать GPT-агентов, которые созданы пользователями чат GPT, и соответственно, они поделились на специализации. То есть есть здесь топы, которые, скорее всего, будут через определенный период времени меняться. То есть это лучшие рекомендации, лучше раз в неделю, да, one week. Значит, раз в неделю будет какая-то информация по топам меняться. Здесь в данный период времени мы можем заметить, да, чем чаще всего пользуются пользователь чат GPT, то есть мы здесь можем, грубо говоря, отслеживать тренды, что делают люди с искусственным интеллектом для того, чтобы создать себе личных помощников и использовать их в качестве личных помощников. Значит, если посмотреть по топам, то мы здесь увидим, что все трейлеры, найдите маршруты, которые соответствуют вашему характеру для следующего похода, поездки или пробежки. Давайте перейдем на него и посмотрим. То есть Alt Race. И здесь еще, смотрите, какая штука есть. Здесь есть информация о владельце. То есть мы можем, грубо говоря, перейти на сайт создателя ChatGPT и, соответственно, посмотреть, да, кто создал данного бота. Это очень круто. И если, знаете, вы попадаете в топы, то вы себе гарантированно обеспечиваете какой-то определенный процент трафика с чат GPT, а там достаточно большая платформа, большое количество трафика. То есть, грубо говоря, вы создаете крутого бота и тут же получаете на свой сайт, где вы можете рекламировать какие-то там свои товары, свои услуги, огромное количество трафика. Мне кажется, это очень круто. Значит, также в топах есть
Есть помощник по исследованию искусственного интеллекта, то есть найти 200 миллионов научных статей из Conversus и получите научную базу. В топе книги ваш ИИ-проводник в мире литературы и чтения. Код туториал, то есть создатель, репетитор по коду, то есть можно заниматься тем, чтобы обучаться создавать коды. Это очень круто, да? Ребят, все ссылки, которые я использую в своих видео, всегда есть в моем телеграм-канале. Обязательно переходите в разделе описания, ссылка на телеграм-канал, переходите в телеграм-канал, и к конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание. Ну и, конечно, подпишитесь на телеграм-канал, там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге, в личной жизни. Вот и мы можем на основе на основе вот этого вот использования, то есть видеть, чем чаще всего пользуются люди. То есть они ищут какие-то себе маршруты интересные для пробежки, ищут книги, обучаются коду и что это у нас Conversus, и изучает какие-то научные статьи по использованию ChatGPT. Значит, здесь также появилась вот вкладка трендинг, то есть здесь самые популярные, если мы здесь видим какие-то рекомендации, то здесь самые популярные тоже GPT-агенты, которые мы можем использовать. Значит, сразу скажу, да, если вы не знаете вообще, что такое GPT-агенты, как их использовать, у меня есть подробное видео, там мы полностью разбирали эту тему. И также я показывал, каким образом создавать, соответственно, себе GPT-агентов. Сейчас на это время тратить не будем. Значит, здесь есть AI PDF, ну, хотя это стандартная функция в последнее время от GPT, но, по крайней мере, кто-то все равно пользуется AI PDF. Значит, здесь есть Ask You PDF Research Designer GPT, лого креатор, image генератор, 2500 лучших копий пользовательских тегов GPT. Ищите все общедоступные GPT в одном месте. Найдите лучший пользовательский GPT. То есть мы можем посмотреть, да, что сейчас находится в тренде по использованию ChatGPT. И вот эта вот вкладка нам это показывает. Это очень круто. Значит, есть стандартные GPT-агенты от ChatGPT, это которые были изначально нам предложены. То есть это DALL-E, Data Analysis, Creative Writing Coach, Math метод, то есть учитель математики. И дальше идут специализации. То есть специализация, например, DALL-E. Да, что специальные агенты, боты, созданные непосредственно под создание изображений для превратить идеи в потрясающее изображение. То есть лого-генератор, image-генератор, лого-GPT, image copy machine, Image, то есть здесь мы можем выбрать специализацию по DALL-E. Мне кажется, что это вообще очень круто. Мы как-нибудь с вами сравним, кстати, DALL-E и Midjourney, либо еще какие-нибудь сервисы по генерации изображений. Но я думаю, что посмотрю, потещу вот эти вот различные. Вот еще Midjourney промпт-генератор версия V6. То есть помните, мы с вами создавали отдельного бота по генерации промптов для Midjourney. Вот этот бот уже здесь есть. То есть, грубо говоря, то видео уже стало бессмысленно, и мы можем просто генерировать промпты для Midjourney с помощью вот этого вот кем-то созданного бота. Можем даже перейти также по вкладке, спросить, что он умеет делать, и здесь тоже есть ссылка на сайт человека, который, соответственно, занимается созданием GPT-агентов. Очень круто. ChatGPT говорили, что OpenAI говорили, что на агентах можно будет зарабатывать. Самые активные агенты будут, соответственно, у них появится возможность монетизации. Пока этой функции нет, но они скоро появятся. Значит, райтинг, то есть копирайтинг, SEO. Здесь, конечно, есть транскрипт, есть SEO, SEO, да. Есть, надеюсь, какие-нибудь боты, которые посвящены созданием сценариев, да, Allround Write Professional Version. Так, значит, Easy Writer, то есть большое количество, большой выбор, это не все, здесь представлены только по 12 штук. Основные мы можем искать через поиск, чуть позже я вам покажу, как им воспользоваться. Значит, продуктивность, да, вот здесь всем по продуктивности боты собраны. Research Analytic, исследование, анализ.
Значит, здесь тоже боты созданы. Ну, круто, смотрите, да, их поделили по определенным категориям. Программирование, education, lifestyle и все, да, вот на этом как бы заканчивается по лайфстайлу. Скорее всего, здесь вот Tattoo GPT, он недавно, кстати, был на первом месте, когда я первый раз смотрел. Видите, то есть рейтинг немножко изменяется, что-то новое появляется, что-то новое уходит. И коктейль GPT, то есть GPT для создания коктейлей. Также появился поиск, да, что очень круто. То есть мы здесь можем вводить какой-нибудь поиск. В поиске он тут же мне показывает моих GPT-ботов, которые я создал. Показывает, кстати, количество чатов, то есть количество чатов, активных чатов, которые работают в данный период с тем или иным GPT. Ну, давайте, например, нам необходимо, ну, самое стандартное, мы хотим писать сценарий для Reels. Давайте введем слово Reels, и мы видим тут же ботов. У одного 5000 чатов, у одного Shorts и Reels Assistance, видео AI by InVideo. То есть создатель креативных видеороликов для YouTube, TikTok, Instagram и Shorts. Не знаю, он сценарий пишет или нет. Давайте спросим его. Я всегда спрашиваю новых ботов, то есть если я нашел какого-то бота по определенной специализации, я спрашиваю, чем он может мне помочь. То есть для того, чтобы просто не придумывать что-то, я его просто спрашиваю, что он мне может сделать. Я могу помочь вам потрясающие полностью продюсированные видеоролики с озвучкой на любую тему, используя инструменты InVideo AI. Это может быть что угодно, от рекламного ролика до образовательного контента для YouTube, TikTok, Shorts. Просто дайте мне краткое описание темы или идеи для вашего видео, и я создам для вас уникальный сценарий видео. Если у вас есть предпочтения, то по аудитории, тону, стилю вы также можете все это указать. Ну, слушайте, да, круто. Есть Shorts Reels Assistance, да, можем тоже посмотреть, что он делает. И YouTube Shorts Assistance will have to write, то есть помогает писать, оптимизировать, создавать сценарии, идеи для коротких видеороликов для YouTube. И здесь не указан сайт, но указан, соответственно, автор этого видео. Также мы можем посмотреть, да, сколько людей пользуются в данный момент этим помощником. И вот он по поиску все выдает. Можем ввести YouTube, можем ввести SEO, например, да, и посмотреть, что он делает. Midjourney, например, посмотреть альтернативные варианты ботов по Midjourney. Можем ввести YouTube. Может быть, мне нужно перегрузить страницу, что-то он подзавис. YouTube помощник, значит, видео AI, видео Summarizer, транскрипт, ну, то есть вот видео Summarizer, который мы использовали в одном из наших видео. То есть, по сути, у нас появились GPT-боты, они стали удобнее, GPT-агенты, они появились непосредственно в самом GPT, не нужно уже переходить на какие-то сайты с удобной функцией поиска, с удобной функцией посмотреть, что сейчас актуально, то есть чтобы всегда быть в тренде и по специализации. Я, конечно, в короткий видеоролик это все не вложу, но я обязательно потыщу Дали, потыщу каждый из элементов. Мне кажется, что это очень круто. То есть не нужно заморачиваться, создавать своих GPT-ботов. Конечно, если вы не пишете индивидуальные под себя там посты, тексты, сценарий, то можете не заморачиваться. Можно использовать стандартных GPT-ботов, нестандартных, а тех GPT-ботов, которые используют, соответственно, большое количество людей. Но здесь тоже необходимо немножко предостеречь, что если вы будете использовать, например, писать сценарий для Reels, используя определенных ботов, то, скорее всего, ваш сценарий будет похож на все те сценарии, которые пишут эти боты. Поэтому я все же рекомендую посмотреть другие видео на моем канале, где можно создать себе индивидуальных агентов. Но для каких-то там простых задач можно использовать, соответственно, и тех агентов, которые создаются по всему миру. Пользователи, особенно если этими агентами пользуются большое количество людей, значит, они имеют какой-то вес, и они что-то могут правильно принести. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. С вами был Гризуевич. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео, напишите какой-то комментарий. Он очень помогает продвижению видео. Пока!